Всем привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня мы поговорим о том, как начать новую жизнь, особенно с Нового года. Если ты впервые смотришь мои видео, не забудь подписаться на канал, потому что впереди тебя ждет много классных и полезных роликов. Ну и, конечно же, поставь мне лайк, как подарочек в преддверии Нового года. Я не буду размусоливать тему о том, что Новый год – это время волшебства, магии, вдохновения. Ты все это и так прекрасно знаешь. Но зато у меня есть несколько секретиков, как все-таки начать эту самую пресловутую новую жизнь. Поэтому переходим к делу. Дальше 5 шагов к твоей новой классной жизни. Поехали! Начнем с первого шага, и это расхламление. Первое, что тебе нужно сделать, это избавиться от всего лишнего, чтобы тебя не тянуло вниз. Здесь мы расхламляемся на 3 уровнях. Первое, это я рекомендую тебе избавиться от всего ненужного в физическом пространстве. Все, что находится у тебя в доме, вещи, одежда, все это перебрать и избавиться от того, что поломанное, старое, что тебя не радует, чем ты не пользуешься, и оно просто скопом лежит. К сожалению, очень часто у нас принято хранить весь этот хлам дома, поэтому хватит, давай как-нибудь от него избавимся. Дальше мы расхламляем с тобой диджитал пространство. В нем мы сейчас проводим времени не меньше, чем в обычном, поэтому это тоже важно. Здесь я приглашаю тебя почистить все ненужные фото и видео на телефоне, почистить почту, файлы на ноутбуке, отписаться от людей в соцсетях, которые тебя бесят, не радуют и так далее. Это все тоже поможет тебе избавиться от ненужного, лишнего, чтобы дальше войти в Новый год со свежей головой, ну и свежим диджитал-пространством. Ну и последний пункт – это эмоциональная сфера. Сюда входят все наши незаконченные дела, невыполненные обещания себе или кому-то другому, долги. Поэтому я рекомендую тебе выписать все то, что тебя беспокоит, все то, что ты не доделал, и потом разложить это по полочкам, закончить незаконченное, если это можно сделать быстро, либо просто от этого отказаться. И поверь мне, проделав это упражнение, у тебя освободится очень много энергии и сил на твои какие-то новые цели, желания, ну и на новую жизнь, о которой ты так мечтаешь. Кстати, что еще важно, я рекомендую делать это упражнение не только перед Новым годом, а в принципе раз в несколько месяцев. Это очень полезно. Шаг номер 2. Подвести итоги года. Я очень за то, чтобы анализировать, подводить итоги, проводить работу над ошибками в конце года, даже если ты вдруг не ставил цели на этот год. Почему это важно? Потому что это помогает понять, в чем ты молодец, похвалить себя, порадоваться достижениям, успехам и в то же время провести такую себе работу над ошибками, понять, что не получилось, сделать выводы, почему не получилось и что нужно делать по-другому. Поэтому, если ты ставил цели на этот год, то я рекомендую тебе сделать ревизию этих целей и посмотреть, что удалось, что не очень, похвалить себя и сделать какие-то выводы. А если ты не ставил цели, то все равно подумай о том, о чем для тебя был этот год, что в нем было классного, вдохновляющего, какие были трудности, какие успехи, чему ты научился. И вот это вот все поможет тебе так качественно завершить этот год. И здесь тоже, кстати, эту практику можно делать не только перед Новым годом. Хорошо бы делать такую ревизию каждый месяц и смотреть, что получается, как ты двигаешься и что тебе хочется поменять в процессе. Это очень ценно. Следующий шаг – это задать вектор на Новый год. И пока что мы говорим о таком обширном, глобальном векторе, куда ты идешь, чего ты хочешь, что для тебя важно, чтобы сбылось в этом году. Это уровень как раз-таки мечтаний, вдохновения, создания видений, стратегии, чего ты хочешь и что для тебя важно. На самом деле, перед тем, как это еще не планирование, да, здесь мы пока еще не ставим цели, здесь мы просто создаем видение. И перед тем, как ты будешь создавать видение на год, я бы тебе рекомендовала создать видение на лет 5. Ну и даже если мы сейчас понимаем, что наш мир слишком переменчив и здесь все очень быстро меняется, то хотя бы на несколько лет
просто представить себе картинку, каким ты себя видишь, каким ты хочешь быть, что ты хочешь делать, и в целом такую абстрактную, вдохновляющую картинку своей идеальной жизни. И после того, как ты ее представишь в целом, тогда ты можешь спускаться на уровень года, создать видение, помечтать, визуализировать на год, и только потом мы переходим к 4-му шагу, где у нас будет планирование и постановка целей. И вот только теперь мы с тобой пришли к шагу номер 4, это планирование целей. Многие говорят, и я в частности тоже часто говорю о том, что цели должны ставиться по смарту, а это значит, что они должны быть конкретны, достижимы, измеримы, определены во времени и экологичны. И это все прекрасно, но здесь есть несколько «но». Я думаю, ты замечал, если ты ставил цели на год, что часть из них, или иногда многие из них, они не исполняются. И это очень разочаровывает. Признаюсь честно, я тоже себе ставила цели на этот год, создавала видение, и когда я открыла пересматривать, я была немного расстроена, мягко говоря. При этом до момента, как я начала их пересматривать, я считала, что этот год был прекрасен, потому что в нем было очень много достижений и успехов. И в чем заключается этот парадокс? В том, что, во-первых, ожидание — реальность. Мы себе ставим какие-то ожидания, часто завышенные, пишем цели, и потом разочаровываемся, что мы их не достигли. И это нормальное ощущение, но не очень приятно с ним сталкиваться, потому что потом в целом вообще не хочется ставить никаких целей, типа, а зачем, если я все равно половину из них не достигну, коронавирус стукнет или еще что-то. И здесь важный момент, к которому я тебя призываю. Очень важно, да, ты можешь поставить себе цели по смарту, на год, это все прекрасно, это будет твоим таким маячком, куда ты идешь. Но есть одно но. Дальше прописывай, пожалуйста, себе шаги, конкретные действия, которые тебя приведут к этим целям, на которые ты можешь влиять. Это прям супер важно. Именно эта тема, она очень обширная, поэтому на нее я обязательно сниму более полное видео о том, как ставить цели так, чтобы не достигались и чтобы не разочаровываться. Поэтому не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить это крайне полезное видео. Ну и последний шаг на сегодня – это, конечно же, действовать. Как бы нам ни хотелось магии и волшебных таблеток, они, безусловно, есть, но если ты не действуешь, то, к сожалению, мало чего может произойти. У меня есть любимая фраза, которая звучит так: «Знаю, но не делаю, равно не знаю». То есть ты можешь смотреть миллионы видео, читать горы книг, ходить на тренинги, но если ты ничего из этого не воплощаешь в жизнь, то, я думаю, ты догадываешься, что произойдет, или точнее, чего не произойдет. Поэтому я призываю тебя начать, как минимум начать с нашего шага номер 1 и пойти поубирать в квартире и выкинуть все ненужное. И я тебя уверяю, что с того самого момента, как ты начнешь действовать, начнешь внедрять полученные знания в жизнь, пойдешь и выкинешь все ненужное из квартиры, именно тогда твоя жизнь начнет кардинально меняться. И я верю, что у тебя все обязательно получится. Если тебе было полезно, не забудь поставить лайк этому видео, хотя ты вроде как сделал это в начале, но я тебе напомню. На канал ты уже подписался, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Хороших тебе праздников, вдохновения, волшебства, ну и до скорого! Котейки. Можно с котейкой? Можно. Да? Сидеть. Котейка не согласна.